Тагирьяновская ПГ – одной из самых жестоких и законспирированных преступных группировок в истории современной России, названной по имени ее главаря Эдуарда Тагирьянова. Она стала уникальным явлением для криминального мира лихих 90-х. У ее участников не было уголовной романтики, они не занимались банальным рэкетом, но при этом незаметно и профессионально устраняли всех, кто пытался встать у них на пути. Но когда в 2003 году бандиты из Татарстана похитили топ-менеджера КАМАЗа и его любовницу, силовики взялись за банду всерьез. По следу тагирьяновских шли сотрудники ФСБ, милиции и прокуратуры, а вычислить группировку удалось по биллингу телефонных номеров, что стало настоящим прорывом для того времени. В 2000 году ряды тагирьяновских пополнились большой группой молодых бойцов. Это было очень кстати, так как отцы-основатели к тому времени уже заматерели, обзавелись семьями и потеряли легкость на подъем. Зато они не жалели времени и сил на то, чтобы научить молодых всему, что умели сами, как планировать преступления, не оставлять следов и проявлять хитрость в делах. Молодые держали небольшую стоянку в родном 10-м комплексе, а оставить там машину на ночь стоило 10 рублей. И тут появился Трапезников, молодой боец бригады «Боксеры», который сходу начал требовать у молодых половину прибыли за крышу. Те возмутились, полезли в драку, но Трапезников в ней победил. Тогда молодые пошли к тагирьяновским. Геннадий Безуглов по кличке Геша, один из лидеров банды, выслушал их и дал деньги. Часть отдадите ему, накройте ему поляну. Обещайте ему все, что хотите. Но за полгода проблему с ним вы должны решить, приказал авторитет. Молодые так и поступили. Они накрыли для Трапезникова стол в ресторане «Золотой медведь» и пообещали ему половину доходов. А сами тем временем стали тщательно изучать все его привычки, маршруты и квартиры. 24 декабря 2002 года они устроили Трапезникову засаду возле его дома в 18-м комплексе поселка Завод ячеистых бетонов. Один из молодых по фамилии Телебаев с остановки по рации сообщил, что Трапезников вышел из трамвая и идет в сторону дома. Тогда его сообщник Шейдулин бросился в ноги жертве и повалил ее на землю, а третий бандит, Суетин, несколько раз ударил Трапезникова молотком по голове. Его руки сковали наручниками, на голову надели пластиковый пакет и на «девятке» вывезли в Боровецкий лес. Там Трапезникову выкопали могилу, попутно расспрашивая его об адресах лидеров ПГ «Боксеры». Затем похищенного подвели к могиле, на шею ему накинули веревку, за концы которой двое бандитов стали тянуть в разные стороны. Примерно через минуту Трапезников упал на колени, а через 3 – на живот. Его тело обнаружат и выкопают лишь 1,5 года спустя. 27 мая 2003 года Тагирьяновская ПГ похитила директора КАМАЗа «Металлургия» 44-летнего Виктора Фабера и главу департамента экономики предприятия Наталью Стародубцеву. В то время администрация КАМАЗа взяла курс на вытеснение со своих заводов бандитских группировок. Те навязывали невыгодные, а порой и кабальные условия поставки материалов и сбыта готовой продукции. В результате криминал стал сдавать свои позиции, тем более что за банды с удвоенной энергией взялись правоохранительные органы. Однако зачем тагирьяновские, не имевшие дел с КАМАЗом, похитили топ-менеджеров автогиганта, так и осталось загадкой. Не исключено, что Виктор Фабер стал жертвой группировки по заказу, причем поступившему из Москвы, однако это лишь версия. К самому преступлению подручные Тагирьянова подошли основательно, за Фабером следили несколько месяцев, выясняя его маршруты и привычки. Вскоре бандиты выяснили, почти каждый день Фабер выезжает из своего дома в коттеджном поселке Боровецкий лес на личном Toyota Land Cruiser, заезжает в 40-й комплекс, где забирает какую-то женщину, и они едут на КАМАЗ, но по пути заезжают в Боровецкий лес и там занимаются любовью. Нападение тагирьяновские совершили по заранее разработанному плану, в милицейской форме и на машине, закамуфлированной под милицейскую. Они внезапно захватили в лесу и самого Фабера, и его любовницу. После этого ленд-крузер топ-менеджера затопили в акватории Камы. Похищенных бандиты отвезли на пристань, посадили на катер и повезли по реке, таким образом обойдя все милицейские патрули. С катера Фабера вынудили позвонить на завод и сообщить, что они со Стародубцевой выехали в срочную командировку в Казань.
А затем бандиты объявили, что Фабер должен выплатить $1 миллион за свое освобождение, причем деньги надо перечислить на расчетные счета 3 московских фирм, открытые в Сотбизнесбанке, якобы за выполнение услуг. Фабер выполнил все требования похитителей, но странные действия директора вначале встревожили бухгалтерию, а потом и службу безопасности КАМАЗа. Во время одного из созвонов Фаберу задали наводящий вопрос, смысл которого похитители понять не могли. Упомянув трудности в одном из арбитражных процессов, сотрудники службы безопасности задали директору вопрос, не подключить ли начальника городского отдела Федеральной службы безопасности, назвав того по имени-отчеству. Фабер сказал: «Подключайте». Фабер дал и другой намек, попросил, чтобы подключали еще одного человека. Его похищенный также назвал по имени-отчеству, это был начальник управления ФСБ по Татарстану. Бандиты не поняли этот маневр, поскольку не знали, как зовут высокопоставленных чекистов, в отличие от милиционеров или прокуроров. Через 10 минут заявления о похищении Фабера и Стародубцевой легло на стол начальнику УФСБ, а уже через 15 минут начался активный поиск похищенных. Одновременно на указанные Фабером счета перечислили деньги, а затем сразу после того, как бандиты подтвердили получение, эти счета заморозили. В расследовании похищения Фабера и Стародубцевой участвовали лучшие оперативники МВД и ФСБ, но найти жертв быстро так и не удалось, хотя для этого использовали все самые современные средства обнаружения. Единственным успехом правоохранителей в тот момент можно считать ликвидацию Сотбизнесбанка, на счета которого бандитам перечислили деньги. Как выяснилось, больше половины проводок там было либо обналичиванием, либо отмыванием денег. Уголовное дело о похищении Фабера и Стародубцевой засекретили, а для розыска пропавших создали штаб, который возглавил замминистра МВД Ринат Тимирзянов. Но 4 июня 2003 года произошла утечка информации. Как выяснилось, Фабера похитили накануне годового собрания акционеров КАМАЗа. Это породило самые разные версии преступления, однако следствие 2 месяца после этого топталось на месте. Между тем, найти похитителей Фабера и Стародубцевой и ликвидировать Тагирьяновскую ПГ удалось по новой для того времени технологии, которую придумал следователь Олег Ульянченко вместе с оперативниками. Изучив материалы дела и отметив, что за 65 дней никаких зацепок не появилось, Ульянченко решил поискать Фабера по следам сотовой связи. Следователь быстро выяснил, что телефон, с которого Фабер звонил на завод, перемещался по Каме со скоростью теплохода. Сразу возникла версия, рядом с телефоном Фабера должен быть еще один, которым пользуются похитители. Анализ показал, что есть 19 номеров, которые включались в течение 20 минут после каждого из звонков с телефона Фабера. Мы проверили владельцев этих номеров. Оказалось, что один из них к зарегистрированному на его имя номеру отношения не имеет, а паспорт у него и вовсе потерян. Тогда стали просматривать связи этого номера и обнаружили, что говорит он исключительно с 5 другими номерами и никак иначе. Владельцем всех телефонов с этими 5 номерами оказался некий мужчина по фамилии Петров. Отслеживание показало, что 3 из них ездили по трассе Набережные Челны, Казань. В то время дорожных камер было немного, но все же при помощи них удалось установить, что телефоны находились в автомобиле «Девятка». Эта машина принадлежала жительнице Набережных Челнов, муж которой был ранее судим и работал на Тагирьянова. За номерами продолжили следить. Вскоре выяснилось, что в руках Тагирьяновских находится пленник, бизнесмен и соучредитель нескольких предприятий Булат Байзитов. 7 июля бандиты подстерегли его возле дома, куда он возвращался около часа ночи, избили и увезли на специально арендованную квартиру, где стали удерживать ради выкупа. Однако точное местонахождение Байзитова оставалось загадкой для следователей долгие 2 месяца, спасти его удалось уже после разгрома Тагирьяновской ПГ. Между тем 8-10 июля 2003 года были задержаны все участники группировки, которые использовали засветившиеся номера, а 9 июля в руках правоохранительных органов оказался сам Эдуард Тагирьянов. Но юридически безупречных доказательств причастности задержанных к похищениям Фабера, Стародубцевой и Байзитова у следствия не было. В результате всех фигурантов арестовали в рамках дела, возбужденного по статье 210 «Организация преступного сообщества», Уголовный кодекс Российской Федерации. Все фигуранты сидели в одном СИЗО, и мы с ними работали, пытаясь разговорить, но все было глухо,
поскольку рядом с ними был Тагирьянов. Только когда его перевели в Казань на следственные действия, в деле наметились подвижки. Первым заговорил Геннадий Безуглов по кличке Геша. Он сразу же сообщил о множестве убийств, совершенных тагирьяновскими в 90-е годы, но ничего не знал о похищении Фабера и Байзитова. Между тем Безуглов фактически был начальником штаба Тагирьянова, который планировал все преступления. Однако, по его словам, в 2002 году он вышел из состава группировки после убийства Евгения Корнева, директора фирмы «Автомастер». Евгений Корнев был похищен и убит по прямому приказу Тагирьянова 10 сентября 2002 года. При этом преступление бандиты совершили по ошибке, и их жертвой должен был стать другой человек, гендиректор компании СТ Василий Коврижных. Тагирьяновские выслеживали Коврижных почти год, изучали маршруты его передвижения и думали, куда увезти. При этом бандиты знали с самого начала, что после получения выкупа Коврижных будет убит. Он, паразит, обкрадывает КАМАЗ своими контрактами, убеждал своих людей Тагирьянов. Геннадий Безуглов проработал преступление до мелочей, но в последний момент переодетые в милиционеров исполнители допустили ошибку. Вместо «Мерседес» Коврижных при выезде из деревни Дубки они остановили «Мерседес» Евгения Корнева. Он тоже был не бедным человеком, но его состояние, по оценкам Тагирьянова, было раза в 4 меньше, чем у Коврижных. Корнева под предлогом проверки документов и осмотра багажника тагирьяновские вынудили выйти из машины. Затем жертву повалили на землю, надели наручники и закинули на заднее сиденье «девятки». Бандиты поехали в сторону деревни Меликис, где их на моторной лодке ждал сообщник Сергей Бабков. «Мерседес» Корнева прицепили тросом к лодке и утопили, вытащив на фарватер реки и проткнув по крышке. Лодка довезла бандитов и похищенного коммерсанта до катера «Граф», лишь на нем бандиты поняли свою ошибку. Корнева спросили, какую сумму он может заплатить за свой выкуп. Тот созвонился со своим бухгалтером и сказал, что в короткие сроки может собрать 1,5–2 миллиона рублей, в 15 раз меньше того, на что рассчитывал Тагирьянов. Посовещавшись, бандиты во главе с Безугловым решили убить Корнева. Его завезли на остров посреди Камы, подвели к заранее выкопанной яме и там застрелили. Но это убийство стало поворотным для группировки, и если раньше ее лидеры утешали себя тем, что ликвидируют лишь тех, кто встает у них на пути, то оправдать убийство Корнева было невозможно. Это был неправильный поступок, не наш. Мы отошли от собственных правил. Вскоре Безуглов вместе с бандитом по фамилии Казаков сообщили Тагирьянову, что покидают группировку. Главарь отпустил их без проблем. Он уважал чужой выбор. Позже схема, использованная в случае с бизнесменом Корневым, была применена для похищения Виктора Фабера. А полгода спустя Тагирьяновскую ПГ разгромили следователи. Эдуард Тагирьянов был задержан 9 июля 2003 года вместе с несколькими подручными на основании анализа движения телефона, с которого звонил похищенный Виктор Фабер. Впрочем, к тому моменту у следователей практически не было сомнений в том, что и сам Фабер, и его любовница Наталья Стародубцева мертвы. Их тело действительно найдут 28 сентября 2003 года на одном из островов посреди Камы. А вот бизнесмен Байзитов, по всей видимости, был жив, но где его держали, оставалось загадкой. Как отмечает старший помощник прокурора набережных Челнов Олег Ульянченко, адрес, по которому находился Байзитов, не знал ни сам Эдуард Тагирьянов, ни арестованные вместе с ним подельники. В начале сентября 2003 года стало ясно, пока сам Тагирьянов находится в СИЗО набережных Челнов, никто из его подручных говорить не будет. Тогда авторитета этапировали в Казань, и 24 сентября следователь Ульянченко смог уговорить Геннадия Безуглова сделать явку с повинной. Тот начал рассказывать про убийство и показывать место, где были зарыты тела. А 27 сентября, после очной ставки с еще одним участником ПГ, Альбертом Хузиным, Безуглов попросил того, как своего близкого друга, не брать грех на душу и сказать, где может находиться похищенный Байзитов. Адрес не знаю, но это пятиэтажка в 47-м комплексе. Подъезд то ли 3-й, то ли 4-й. На 5-м этаже, входная дверь оранжевого цвета. Но времени у вас до 13 часов. Следователь Ульянченко и оперативники успели найти нужный дом до обозначенного Хузиным срока.
По плану один из оперативников должен был проникнуть в квартиру с Байзитовым через соседний балкон, второй дежурил у входной двери в помещение, а еще двое контролировали двор и улицу. В результате молниеносной операции милиционеры задержали всех, кто был в квартире. Только один из тагирьяновских, Данила Данилевич, связав шторы, перепрыгнул на балкон соседней квартиры и через соседний, 7-й подъезд, выскочил на улицу. Его заметил дежуривший внизу оперативник и несколько раз выстрелил. А вдогонку бросился следователь Ульянченко. Я нашел Данилевича на территории детского сада, тот лежал в кустах с простреленной грудью и левой рукой. Звоню в скорую, а сам думаю об одном: если он умрет, то все трупы на него повесят. И кричу Данилевичу: не вздумай умирать. К счастью, он выжил. На первом процессе Эдуарду Тагирьянову и его подельникам предъявили обвинения по 24 убийствам. В ходе следственных действий оперативники нашли у Тагирьяновской ПГ целый нелегальный арсенал, один из самых крупных, что когда-либо обнаруживали в Татарстане. Суд счел фигурантов виновными по всем 24 эпизодам убийств. При этом позже было еще несколько судов. Всего доказано, что Тагирьяновская ПГ совершила 29 убийств и покушений, при этом сам Тагирьянов был лично признан виновным в 12 из них, хотя сам он никого жизни не лишал, а отдавал приказы. Согласно решению суда, Эдуард Тагирьянов, Олег Дацко, Сергей Бабков и Данила Данилевич были приговорены к пожизненному лишению свободы. Остальные участники группировки получили от 20 лет колонии до 8 лет условно. Позже над Тагирьяновым было еще 3 суда. Основанием для процессов стало покушение на убийство авторитетного предпринимателя из Челнов Александра Брайловского и его компаньона Анатолия Адельшина, совершенное 13 февраля 1998 года в Москве по приказу Тагирьянова, и покушение на убийство замдиректора Газпромавиа Владимира Новосельцева 4 сентября 2000 года. Кроме того, Тагирьянова обвинили в убийстве оперуполномоченных уголовного розыска Вильдара Гимаева 30 сентября 2000 года и покушение на убийство его коллеги Евгения Капустина 4 марта 1999 года. Сам главарь группировки объясняет это преступление личным конфликтом. Оперативники меня и всех моих друзей с похорон моего отца забрали, привезли в отдел и просто так сутки продержали, не дав проститься с папой. К тому же издевались над нами. В 2 процессах по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова Эдуард Тагирьянов был свидетелем. Но на первом он дал признательные развернутые показания о том, что именно по его приказу журналиста забили до смерти. Правда, на втором процессе Тагирьянов попытался отказаться от своих слов, заявив, что показания он дал под пытками. Но в беседе главарь ПГ подтвердил: нападение на Домникова было совершено именно по его приказу. Эдуард Тагирьянов отбывает наказание в мордовской колонии Торбеевский Централ. По его просьбе в камере для пожизненно осужденных он сидит один. Тагирьянов работает, ведет документацию производства, на котором работают другие пожизненники. Но по состоянию здоровья он, профессиональный портной, шить уже не может.